За всю карьеру Ебхария Games сделали много успешных игр, но среди них есть и провальные. Сегодня мы поговорим об этом и сделаем некоторые выводы. Всем жителям Ютуба привет, погнали! Начнем с самых легендарных и лучших игр Ебхария Games и потом перейдем к самым худшим. Самой лучшей их игрой, безусловно, является Death Park. Игра вышла в 2019 году. Находясь в коме, маленькому мальчику снится, что он попал в странный Диснейленд. Главный герой должен разгадать головоломки и сбежать из своего кошмара, одновременно пытаясь избежать встречи с моим чудовищным клоуном, который бродит по парку, чтобы зачем-то схватить нас. В игре есть прокачка и множество локаций. Местный сюжет поможет ответить на вопрос «Где я, бля?». Это самая первая и при этом самая успешная игра. Такое бывает редко. Залетает отметочка 4,7 в Google Play Market и более 30 миллионов скачиваний. Такой успех, разумеется, не был оставлен без внимания и второй части. Death Park 2. Через год выходит продолжение. Приключения продолжаются в реальном мире. Или нереальном. Действуйте и спасите свою сестру. Узнайте тайну парка смерти и происхождение клоуна Сени. Нам придется пройти более 8 локаций в городе, сражаясь с монстрами и перемещаться между двумя мирами. Лучшее завершение игры. За клоуна в менюшке отдельный лайк. Игра лутает балл в 4,7 звездочек и более 20 миллионов скачиваний. Игра в нашем сердце. Мимикрия. В 2021 году выходит невероятная онлайн-игра «Почувствуй себя всесильным монстром». Обманывай людей, чтобы не раскрыть себя. Либо влейся в общество и будь членом экипажа, которому нужно покинуть карту, прежде чем Заглотус доберется до тебя. 4,5 в рейтинге маркета и более 15 миллионов скачиваний. Игра все еще держится на плаву вокруг фанатов игры, и это радует. Антарктика 88. В 2020 году разработчики предлагают нам охладиться. Ты попадаешь на секретную базу в Антарктике, где тебе придется раскрыть тайну пропажи всех членов экспедиции. Игра, основанная на реальных событиях, заставляет нас окунуться в мир подземных тварей и путешествовать по локациям, читая записки и раскрывая сюжет. Поистине напряженная игра, которая пугает атмосферой неизвестности. 4,6 рейтинг и более 13 миллионов скачиваний. Хорошая экшен-игра, которая потрясла всех. Horror Tale. Игра в новом стиле выходит в 2022 году. В Лейквиче уже давно пропадают дети, и тебе суждено разгадать тайну похитителя. Тебе предстоит встретить своего друга Гарри, который придумал план, как укрепить домик на дереве и спокойно поспать. Капитан Морковкин будет нам мешать. Новая стилистика понравилась не всем, но все же помогла собрать игре более 2 миллионов скачиваний с рейтингом 4,8. Неплохая игра, которая собрала вокруг себя ажиотаж и в дальнейшем получила продолжение. Неплохо идем. Кстати, вы когда-нибудь смотрели грех-обзоры разных игр? В любом случае, я хочу посоветовать вам крутейший канал «Мобильный грешник». Этот человек мастерски отыскивает ошибки, ляпы, сюжетные несостыковки и другие грехи из разных игр. На такого человека стоило бы подписаться прямо сейчас. Работы качественные и достойны вашего внимания. Ссылка на этот канал будет в описании. Ищите грехи вместе с мобильным грешником. 911 «Каннибал». После долгой истории и с окончательной датой в 20 января 2023 года выходит эта игра. Мы являемся похищенным подростком, которого держит в доме маньяк в маске свиньи. Ну он реально свинья. Прячься и ищи предметы, которые помогут найти выход из этого страшного места. Но не забывай заметать следы, чтобы этот тупоголовый хрен ничего не заподозрил. Игра напоминает ранее известную игру «Метель» по своим механикам, собрав более 1 миллиона скачиваний с отметкой в 4,7. Прикольная игра, которая в дальнейшем получит сиквел. Horror Tale 2. В том же году выходит вторая часть приключений. Мы попадаем в клетку убийцы и встречаем Саманту, которой нужно помочь. Возвращаясь на старые и приходя на новые локации, мы попытаемся разгадать тайну этого плохого дяди и освободить Саманту. С оценкой 4,8 и с кое-как полученными 1 миллионами скачиваниями мы завершаем путь Horror Tale, который вряд ли продолжится. 911 «Добыча». В том же 23 году выходит вторая часть «Дома с людоедом». Из-за своей тупости мы возвращаемся в дом, и теперь с более разнообразными головоломками. Задача всей игры – правильно разбить стекло.
Да, никогда не думал, что я буду тратить 1 час геймплея, чтобы правильно стекло расхуй. В конце мы слушаем печальную сценку и отправляем маньяка в ванную по важным делам. После этого главный герой громко заявляет что теперь все получится. Не знаю, так ли это, но игра собирает 500 тысяч скачиваний с отметкой 4,7. О продолжении инфы нет. И теперь перейдем к самой провальной игре от Ебхарии, ну или почти от нее. Это Room 817. В 2023 году выходит совместная игра от Ебхарии и Бормак Studio. Добро пожаловать в Room 817 на Лейн-стрит 6. Самое страшное место в США. Ходят слухи, что само зло обитает здесь. Местные жители считают это место проклятым, но страх всегда притягивает любопытных, а тайны открываются лишь смелым. Самая страшная игра не только от Ебхарии, но и в моей жизни в целом. Безумно захватывающая и страшная игра, которая именно из-за этих факторов собирает пока что 100 тысяч скачиваний с отметкой 4,7 и теряется навсегда. Есть еще игра Антарктика 88 Pro, без рекламы и раздражающих факторов, которая собрала всего лишь 1000 скачиваний. Но в топ я решил эту игру не включать. Как думаете вы? Эта игра должна быть здесь или нет? Что ж, Ебхария Games – удивительная компания, увидевшая небывалый успех и нынешние не самые лучшие времена. Скоро выйдет новая игра «Мгла», которая должна стать особенной для Ебхарии. А как считаете вы?